Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какие вещи нельзя одалживать ни в коем случае. Потому что когда вы одалживаете такие вещи, подумайте несколько раз. Возможно, вас будет ждать беды, проблемы и несчастья. Возможно, вы таким образом открываете ящик Пандоры в свою жизнь. Что это за такие вещи и почему нельзя это делать, друзья, далее в этом видео. Часто бывает так, что нашему любимому и дорогому человеку, той же родной сестре, двоюродной сестре или к вашей дорогой любимой подружке вдруг срочно ни с того ни с сего что-то нужно. А у вас как раз дома это все есть. Но вы должны понимать и о том, что не все вещи, которые есть у вас, можно одалживать. Иначе вас будут ждать неудачи, постоянные финансовые проблемы, неурядицы. И многие спрашивают, а что же случилось, что же произошло, что у меня была высокооплачиваемая работа, у меня была любимая семья, и в один момент начало все рушиться. Вы знаете, самой распространенной практикой, когда у каждой женщины, девушки есть такое понятие, как нечего надеть. Возможно, у вас есть та футболочка, возможно, блузочка, которая очень к лицу вашей родной сестре или подружке. Но вы должны понимать, что вот так вот меняться или просто так одежду отдавать никак нельзя. Потому что одежду, которую вы надеваете каждый день, она впитывает энергетику как хорошую, так и плохую. А значит, когда вы отдаете ей такую вещь, что-то личное, тоже платье, вы отдаете часть себя. Также обращаем ваше внимание, когда вы покупаете вещь, вы изначально ее заряжаете на себе. Бывает так, что вы купили вещь, она вам очень сильно понравилась, но в вашей жизни начали происходить определенные события, и вы эту вещь не успели или уже, знаете, отложили в долгий ящик и забыли про нее. В какой-то момент к вам приходит подруга и говорит: слушай, а если у тебя что-то интересное для меня, потому что я иду на свидание или я иду на какую-то вечеринку, и вот мне нужно что-то необычное. И вы вдруг вспоминаете, что вы когда-то купили какое-то красивое платье, и вы считаете, что вы ни разу его не надели, а значит, вы можете презентовать это своей подруге или родной сестре. И вот здесь многие допускают большую, грубейшую роковую ошибку, потому что с такой вещью вы изначально, когда вы ее купили, вы за нее рассчитались своими деньгами, а значит, вы отнесли в магазин свою энергетику, а взамен получили вещь. И эта вещь на энергетическом плане уже принадлежит вам. И вы ее вроде бы как бы не одевали, но она уже привязана к вам. И теперь, когда вы отдаете вот такую вот вещь своей любимой подруге или родной сестре, вы разрываете созидательные энергии, энергии изобилия и достатка. Также обращаем ваше внимание, что очень много энергии в себе содержит обувь. Если уже и одалживать, только та, что вы не носили очень давно. Обращаем ваше внимание, что мы с вами носим обувь, и мы соприкасаемся с землей. А на земле мы сами соприкасаемся со многими энергиями. Хорошо, когда они только хорошие, но когда мы с вами особенно живем в каком-то большом городе, там происходят совсем чудовищные вещи, о которых мы на материальном плане, к сожалению, не видим, но они происходят. Поэтому обувь вообще мы не рекомендуем ни давать, ни дарить. Испортилась обувь, вы уже знаете, что вы не будете носить, ее сожгите. Не можете сжечь по разным причинам, в таком случае возьмите ножницы, разрежьте, порвите, разрежьте, но чтобы больше эта обувь никому не доставалась, потому что вы не знаете, насколько эта обувь может у вас со временем забрать вот эту денежную энергию. Обращаем ваше внимание. А также нельзя давать носить и украшения, любые украшения. Казалось бы, ну что здесь опасного, только в камни и металлы, но именно металлы, именно камни, они хорошо впитывают энергию своего владельца и не любят его менять. Поэтому
возможно, вы обращали, как старые украшения могут навредить своему хозяину. Также это касается и бижутерии. Кто-то скажет: боже, какая-то дешевая бижутерия, которая стоит 5 копеек, и что я ей не могу дать? Да, вы можете дать, но вы не знаете, насколько сильная энергетика будет передана, именно хорошая, будет передана другому человеку. Также, возможно, например, в этих сережках или в этих бусах вы, например, решили на какое-то собеседование, на какую-то встречу, и где у вас возник сильный конфликт. И это именно вещь, именно это украшение взяло на себя весь удар. Возможно, вы не знаете, что могли быть какие-то и другие события происходить в вашей жизни, но таким образом вы, опять же, привнесли в свою что-то жизнь. Поэтому, пожалуйста, ни в коем случае все, что касается ваших личных вещей, в том числе сумка, в том числе ваш кошелек, помните о том, что какая бы у вас ни была бы дорогая сумка, и вы решили в какой-то момент с ней расстаться, потому что она вышла из моды, вам что-то мне не понравилось и так далее, не стоит ее дарить, потому что сумка — это ваш достаток, это ваше изобилие. Кроме того, там находится ваш кошелек. Это также денежная энергия, это энергия достатка, это энергия созидания. Когда вы покупаете сумку, вы 100 раз подумайте, нравится она вам или нет. Вы таким образом, когда вот вы выбрали именно эту сумку, а не другую, вы уже на энергетическом уровне подобрали для себя определенную судьбу на определенное время. И поэтому, когда вы после этого ее кому-то даете, дарите, в таком случае вы уже отдаете свою судьбу. Не нужно этого делать. Также касается это расчесок, это касается резинок, особенно касается и нижнего белья. Не стоит рушить свою жизнь. Какая бы ни была ваша любимая подруга, ваша родная сестра, даже мама, вы должны понимать, что вы не можете узнать, что у другого человека в голове. Далее, друзья, что ни в коем случае нельзя давать и одалживать. Вы об этом знаете, но мы еще раз вам повторим, потому что буквально на днях нам пришло на электронную почту письмо, где человек со слезами на глазах рассказывал свою историю, что он поддал, точнее, она дала на время своей соседке, и после этого начали происходить не очень хорошие события в семье. Поэтому соль ни в коем случае нельзя давать. Во всяком случае, вы должны понимать, что соль вы себе купили, это ваша соль, потому что соль имеет определенные магические свойства. И когда вы кому-то передаете соль, вы также через соль передаете свою энергию изобилия и достатка. Помните о том, что кристаллы соли, они очень сильные, и они впитывают вашу энергию. Обращаем на это ваше внимание. Энергию вашего дома, энергию вашей семьи. Более того, с солью связано много различных народных примет, обрядов. Так что не стоит просто так отдавать соль соседям. Или, например, вы живете в коммунальной квартире, где вроде все друг друга знают, или в общежитии. Не стремитесь кому что-либо давать. Ни соль, ни сахар, ни хлеб. Это те продукты питания, через которые вы можете привнести в свою жизнь не радость, а наоборот горе. Также мы уже повторимся, но ни в коем случае нельзя делиться и хлебом. Потому что вообще нельзя давать последний хлеб в своем доме. Бывает и так, что обращаем ваше внимание, что возможно, например, бывает так, что вы живете в частном доме, и вам ни с того ни с сего постучалась бабулька и попросила кусочек хлеба, объясняя тем, что она очень голодная и хочет есть. Очень часто люди не могут сказать слово «нет». Что вы делаете в таком случае? В таком случае, чтобы нейтрализовать какой-либо негатив в свой адрес, возьмите кусочек хлеба и на него посыпьте буквально щепоточку соли. Этого будет достаточно того, чтобы ограничить любые энергии в вашу сторону. Также никогда не передавайте хлеб через порог, иначе вы отдадите свое финансовое благополучие. Также после заката солнца вообще не только соль, хлеб, сахар, деньги, но и что-либо нельзя передавать, потому что вы можете навлечь на себя порчу, вы можете привлечь, опять же, финансовые всевозможные проблемы. Ваша жизнь ни с того ни с сего начнет рушиться, при этом начнет рушиться такими быстрыми темпами, что вы прямо не будете знать, что делать. Вы должны понимать и то, что вот такие народные приметы, которые передавались из поколения в поколение, они были не
они были не просто так придуманы, это знания, это те знания, которые передавались. Но сейчас в современном мире вы видите, что происходит, как подменяются понятия, поэтому очень важно, чтобы вы этого не забыли, и вы также передавали эти знания своим детям, внукам. Это очень важно. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Там много ценной, важной, нужной, интересной для вас информации. Всем вам благ!